Здравствуйте, мои дорогие, добрые люди, мои подруженьки. Сегодня у меня в меню будут замечательные телячьи ножки. Называются они голяшки. Недорого, вкусно, с большой косточкой, в которой полно костного мозга, что очень полезно и вкусно. Будем готовить. С чем у меня будут эти голяшки? Они у меня будут с гречневой кашей, которая будет с грибочками и луком. Вот хрюшечка, в которой будет кашка, доведена до готовности в духовке. Нашпигуем чесночком, нарежем лучку. Лука много надо, но буду готовить ее по принципу французского рагу, французского жаркого. Там нужно вот сколько говядины, столько и лука. Я лука взяла поменьше, потому что кость у меня там есть. И буду резать ее не просто большими кусками, а как в обычную поджарку или в обычный гуляш кусочками. И натру морковки. Приступим. Гречку ставлю варить. Мяско буду запекать. Варить, тушить, как хотите назовите, в афганском казане. Слушайте, это такая прелесть, в нем так удобно готовить, он так экономит время. Вот любое мясо, какое вам хочется, хоть курица, хоть говядина, хоть свинина, баранина, неважно, какой бы кусок ни был, лишь бы он сюда влез. Посолили, поперчили, закрыли, поставили. И оно себе готовится без всяких проблем, а получается необыкновенно вкусно. Ни одна кастрюля обычная такого эффекта не даст. Мясо просто тает во рту. Просто потрясающе. Сегодня мы все увидим, я надеюсь, что у меня получится. Посолить водичку для каши. Сейчас я кашу погружу в кастрюльку и будем готовить мясо в казан. Закипает. Что каша? Гречка в пакетах ядрица. Я взяла 4 пакета, они поместятся в мою хрюшку сюда прекрасно с грибами. Грибы уменьшатся в размере. У меня сегодня опятые вешенки. У меня нет возможности лесных грибов насобирать. Я купила, которые, хоть как-то приближенно похожи к лесным по вкусу и по аромату. Сложно сказать, но будем считать, что похожи. Значит, я варю гречку, увеличится она в пакете. Вынимаю, закладываю ее сюда, вот в эту хрюшку. Затем жарю грибы. Сюда же в хрюшку опускаю. Все, про кашу мы забыли, мы ее поставили. Убираем хрюшечку, ложечку и занимаемся нашим казаном. Так, прежде всего я возьму и подготовлю мясо. Перцы острые. Мы любим острые, у меня будет 3 штуки. Они не жгучие, прям такие уж. Они такой средней остроты, поэтому у меня 3 штуки. Я прям целиком туда их опущу. Головку чесноку тоже целиком туда опущу, не заморачиваясь. А этот чесночок я нашпигую внутрь этого мяса. Это будет очень вкусно. Приступим. Вот натыкаем его. Плюс и мне еще хочется, чтобы оно досталось из кастрюли этой, из этого казана, чтобы я могла достать его цельным куском. Это проблематично. Мясо разваривается настолько хорошо в этом казане. Достать целый кусок практически нереально. Может, повезет, я не знаю, хотелось бы, конечно.
Все, с этим закончено. Остался один, да, вот бросим его сюда прям в наш казан. Посолим мяско. Присолила немножко, взяла перец, притрусила слегка перчиком черным. Здесь еще такая фишка. Здесь надо много паприки. Смотрите, французское жаркое, оно готовится в красном вине. В красном вине. И готовится оно 6 часов или оставляется на ночь на медленном огне. А у меня есть вот такое чудо, поэтому я не буду готовить 6 часов, я буду готовить 2 часа. Но цвет красного вина я не могу достичь обычным способом. Туда вино я не залью. Я не знаю, можно ли в казане готовить в вине. Вообще, что это получится, как он окислится, не окислится. Мне это неведомо, поэтому я хочу добиться, чтобы мясо было вкусным и красивым на вид. Значит, я использую паприку побольше. Вот, не жалея, хорошо натираю. Это получится что-то среднее. И французское жаркое, и немецкий гуляш. Но мне очень нравится в этом казане готовить. Это невероятно вкусно и удобно. Я рада, что у меня такая штука появилась. Много. Вот недавно сделала рульку с капустой. Это ужасно. Вкусно настолько, что я думала, мне этой рульки хватит на несколько дней этой капусты. Но она так быстро съелась, что всего на 2 дня хватило. Поэтому вот я выбрала теперь этот рецепт. Так, хорошо, это мы сделали. Сольку в сторонку, перец в сторонку. Берем немножко масла. Какое есть, такое и берем. Немножко. Добавили. Отрезаем. Да вот я отрежу кусок лука. Отрезала кусок луковицы. Смазываю стеночки, чтобы мяско не прилипло к стенкам, пока оно будет там разогреваться. Ну что же, гуляш. Тоже очень вкусное венгерское блюдо. Но и австрийцы делают гуляш, и немцы делают гуляш, поэтому и мы сделаем тоже что-то среднее между французским жарким или жарком, или жарком, какая разница, французским жарким. Вот, мы тоже сделаем что-то среднее, но похоже и на венгерский гуляш. Опускаем туда наши голяшечки телячьи. Я не срезала эту пленку в надежде на то, что я смогу достать их готовыми оттуда целыми, и они у меня не расползутся. Ну, я очень на это надеюсь. А там уж как будет. Ну, что же мы делаем дальше? Чеснок прямо сейчас туда отправляем целиком. Перцы отправляем целиком. Только в разные стороны так распределяйте его, и все. 2 луковицы я оставляю для грибов. И начинаем нарезать лучок. Нарезаем так, как бы вы нарезали для обычного тушеного мяса. Не полукольцами, а обычными кубиками. А уж какие кубики вы себе выбираете, это не важно. Крупные, мелкие, как вы любите. Оно там разварится очень сильно. Вот мелкие кусочки лука разварятся, и получится хорошая вкусная подливка. Все, я нарезаю лучок. Нарезали лучок, отправляем его сюда. Можно предварительно обжарить на сковороде лук, морковку, как для супа сделать поджарку. Я не делаю, я прям сюда. Паприка даст красивый цвет, лучок отдаст мясу сок,
Будет потрясающе вкусно. А главное, что эти голяшки, они совершенно недорогие. Если брать говядину как мясо, да, ну, я не сравниваю со стейками, а возьмем наши традиционные, как мы все хозяйки готовим, там то лопатку, то вырезку какую-нибудь, то голяшки, они недорогие. И сейчас я натру морковку. Почему натираю на терке? Потому что наша задача сейчас не накидать туда кусков овощей, а наша задача разварить там эти овощи, чтобы получился очень вкусный бульон и красивая, нежная, вкусная подливка, которую мы сдобрим всякими специями. Отправляем сюда морковочку. Вот всю. Обычно я в этом казане готовлю мясо час или полтора. Вот было 2 рульки, я готовила 1,5 часа, они были домашние. Вот. В прошлый раз я готовила, вот 2 дня назад, я готовила рульку магазинскую. Она довольно была большая, и капуста была отдельно пожарена вместе с кислой квашеной капустой. Вот, я все равно 1,5 часа томила эту рульку в этом казане. И она получилась божественно вкусная. Даже вот эти рулишные жирки, вот эти вот кожица, и она была очень вкусна. И рулька была такая желтенькая, с коричневым бочком, потому что я, если вы посмотрите, у меня там есть ролик, я на даче запекала рульку, только на костре делала, с изюминкой называется. Вот я точно так же делала с этой шелухой, и она получается очень красивая, просто сказочно красивая. Ну а что же теперь? Смотрите, лавровые листочки закидывайте, как вам нравится. Здесь у меня мои любимые специи. Вы берете свои. Но душистый перец, перец горошком и обязательно парочку зернышек гвоздички. В рецепт идет. А уж остальное там зира, бадьян, это цветочки такие пахнущие, анис. На самом деле это анис. Называется в специях бадьян. Вот вы сюда себе заготовили, что вы любите, посыпали сверху. Все, то, что вам надо для мяса, вы отдали. Все. Прекрасно. Убираем. Что у нас есть еще? Чем мы сдобрим подливу еще? Паприкой. Мы добиваемся цвета. Винного красивого цвета. Потому что французское жаркое, когда готовится в этом красном вине, в вине бордо, вот, как правило, его готовят, оно становится такое красно-коричневое, темный такой цвет. И мясо превращается вот просто в какой-то крем. Он будто бы и куски сохраняет, но когда кушаешь, оно прям все тает и расползается. Я думаю, что паприки уже довольно, уже у нас будет красненький и вкусненький соус получится. Все, сейчас я покажу, как там внутри оно все улеглось, если вам это интересно. Ну, я думаю, вы все понимаете, как в кастрюле лежит мясо. Но, тем не менее, многие любят на это посмотреть. Сейчас посмотрим, сейчас продемонстрируем. Ну, вот так выглядит внутри это мясо, эти голяшки говяжьи. Вот они, 2 штуки. Мяско туда погрузили, наливаем воды. Я налью сюда воды чуть больше пол-литра. Почему? Потому что я хочу эту подливу использовать с гарниром. Вот у меня каша будет, и я еще сварю, у меня есть такая лапша, гнездышки такие, очень яичная, нежная такая лапша итальянская, она очень вкусная. Поэтому с этой подливой это будет просто обалденно. И я заинтересована в том, чтобы здесь было побольше юшечки. Так что я налью так это
почти мясо покрывает мои эти голяшечки. Вот. Вот, 600 граммов воды. 600 граммов воды. Это на 2 этих голяшечки. На самом деле это одна голяшка. Вот такая. А ее распилили пополам. Получилась одна часть потоньше, другая пошире. И вот у меня еще кусочек корня имбиря. Вы можете очистить, можете не очищать, но тщательно вымыть и туда положить. Не надо ни натирать, ничего. А если у вас есть корень сельдерея или пастернак или корень петрушки, это все можно сюда положить. Получается аромат очень и очень вкусный. Вы просто потом эти корни не едите, а многие любят их кушать. Вот так вот просто бросаю сверху, все. Я закрываю это мясо крышкой и ставлю на 2 часа. Два часика, хорошо. Мы определились. 2 часа мы будем иметь время пожарить грибы, закончить процедуру с кашей. Незаменимая штука, просто незаменимая. Это не реклама, я никакую рекламу не даю. Милые мои, делюсь с вами для того, чтобы рассказать, что это удобно, это очень экономит время. Поставили и забыли, все. У вас целых 2 часа есть. Что же я делаю? Сейчас я буду жарить грибы. Включу духовку на 200 градусов. Все, наша каша готова. Вот эти кулечки буду вынимать, сливать воду и сюда засыпать эту кашу. Отставляем ее в сторону. Ставим наше мяско. Ребята, такой нюанс. Я мясо хорошо посолила, поэтому я соль не добавила. Если вы мясо солили недостаточно хорошо и залили столько же воды, 600 граммов, присолите еще. Я слила воду за кадром, чтобы этот пар не шел в камеру. Вот эта кашка, она горячая, в кулечке. Она накрыта крышечкой и ждет своего часа. Погрузить ее в емкость надо будет горяченькой, чтобы отправить в духовку с грибами. Поэтому она у меня в кастрюльке сохраняет свою температуру, пока я занимаюсь грибочками. Грибы. Значит, какие у вас есть, неважно, какие грибы, но очень важно, чтобы эти грибы были не пареные, не вареные. Надо хорошо-хорошо нагреть сковороду, подготовить грибы и только тогда на разогретую сковороду их отправить, чтобы они сразу начали обжариваться и не успели пустить влагу, этот сок грибной. И получится очень вкусно. Ну что же, начнем. Подготавливать для каши грибы, куски, они не должны быть очень большими, потому что это не грибы с кашей, а это каша с грибами. Это такой нюансик, который гречку украсит таким вкусом, смаком, таким сельским, домашним, бабушкиным. Вот, я нарезаю не сильно крупно, они тогда очень вкусно поджариваются, они именно поджаренные получаются. Но я оставляю некоторые кусочки покрупнее, поскольку у меня в семье некоторые мои домочадцы любят покрупнее грибочки, поэтому на все вкусы делаю. Вот видите, даже вот такой кусок оставляю, потому что так любит мой муж, и я с удовольствием его порадую таким блюдом. На здоровье. Так, с вешенками разобрались. Ну вот я нарезала. А смотрите опята. Ну вот какие у них длинные палки, эти ножки.
Я их просто вот так вот или на 3 части, или на 2 нарежу, потому что эти ножки такие в каше, эти палки мне не нужны. А такую большую шляпку просто пополам. Ну вот и с опятами разобрались. Лук я буду добавлять в сковороду, когда обжарятся грибы. Когда они хорошо подрумянятся, только тогда. Отправимся жарить грибы. Я наливаю масло сразу. Многие рекомендуют сначала раскалить сковороду без масла, грибы бросить туда. Когда влага выйдет, тогда наливать масло. Но у меня грибы сухие, они не пустят столько много влаги, как, допустим, уже отваренные боровики или лисички. Вот, поэтому я нагреваю сковороду сразу с масличком, а затем отправляю туда грибочки. Масло нагрелось, пока убавлю огонь, поскольку у меня здесь конфорка вон какая огромная, она двойная. Вот. И отправляю сюда грибочки. Если грибов очень много, не нагружайте полную сковороду, не надо. Смотрите, как они аппетитно шипят. Если вы положите туда полную сковороду, то они не поджарятся. Если много грибов, обжаривайте за 2 раза. Вот они прихватятся сейчас. И тогда можно их повернуть. И все, пусть жарятся грибочки. А мы тем временем включаем духовку на 200 градусов. Потому что, когда поджарятся грибы, мы соберем кашку с грибами и отправим в духовку. Когда надо убрать огонь? Вот он на максимальном огне греется. Когда отсюда пойдет свист, и вы увидите, что уже выделяется отсюда пар, убираете огонь на минимум и забываете на то время, на которое вы рассчитываете. Если у вас полный казан мяса, а полный нельзя нагружать, надо вот так вот по это колечко. Но у меня рульки были выше, они потом осели. Вот. Все, и забываете. И у вас будет потрясающее блюдо. Ну, это прям реклама получается. Но хочется поделиться. Если у вас вы захотите тоже такой, вам подарят. Но вы уже будете знать, как им пользоваться. И все. Грибочки мои жарятся, я тем временем подготовлю лучок. Мне их трогать не надо, мне надо их подрумянить. Поэтому нарезаю лук. Сначала не определилась, как мне нарезать, а потом решила кубиками. Раз у меня подлива с кубиками, значит и здесь будут кубики. Все, лук ждет своего часа, а мы займемся нашей гречкой. Немножко подготовлю здесь платформу, поставлю хрюшку эту и будем сюда нагружать нашу кашку. Кашка наша соленая, мы когда варили, мы солили ее. Берем кулечек, сцеживаем водичку. Можно до конца не сцеживать, она в духовке вся уйдет в кашку. И, кстати, я варю ее практически до готовности, а можно варить до полуготовности. И высыпаем, освобождаем эти кулечки. И пока что в раковину их. Вот так вот. Второй кулечек. Надрезаем. Открываем. Берем за этот кончик и высыпаем. Вот. Вот так их правильно открывать. Вот у нас получилась полная хрюшка каши. Накроем пока, ждем. Мы ждем наших грибов. А это можно убрать. Вот вы слышите характерный звук. Не знаю, виден ли пар здесь. Он виден, он хорошо виден. Вот он. Все, можно убавлять огонь на минимум. И 2 часа сюда не подходить. С ним все будет в порядке. А тем временем смотрим на наши грибочки. Как они у нас здесь жарятся. Прекрасно, посмотрите.
какие они румяные, какой идет аромат и от грибов, и с нашего казана тоже вместе с паром, и аромат поднимается, очень ароматно. Смотрите, наши грибочки румяненькие. Вот теперь можно добавить лук, соль и перец. Добавим же лучок сюда. Присолим. Солим по вкусу, учитывая, что кашка у нас соленая. И буквально одна щепоточка маленькая перчика. Смотрите, вот совсем вам не надо перцем забить вкус грибов. Вам надо просто раскрыть вкус грибов этим перчиком. Вот и все. И теперь ждем, когда поджарится наш лучок. Это все делается на сильном огне. Духовка у нас разогревается уже до 200 градусов. И сейчас лук поджарится. Эту поджарку мы отправим в кашу и в духовку. Смотрите, какие грибочки. Сейчас лучочек чуть-чуть еще дожарится, чуть-чуть еще подрумянится. И сразу же отправляем в кашу. Буквально 30 секунд еще подержу, чтобы лучок был не беленьким, а тоже поджаренным. Смотрите, какая она красивая, эта поджарка. Каждый грибочек обжарен. Не вареный, без всякой слизи, а вот именно что поджарен. А вот мне надо, чтобы вот такой лучок, который еще беленький, пусть прожарится. Вот так его накрою грибочком, пусть он там хорошо прожарится. А затем переставлю казан на более маленькую конфорку, потому что та крупновата, он сильно кипит, мне кажется. И вообще нужно ставить на слабенький огонь, потому что 2 часа кипеть, поэтому должно кипеть на слабом огне. Вот я на эту штуку переставлю его, или там совсем маленькая у меня есть, я подумаю, на какую. Главное, чтобы маленький огонь был. Вот, пожалуй, и все. Грибочки готовы. Ах, красота! Сейчас отключу огонь. Это божественно. Посмотрите, какая. А запах неповторимый. Посмотрите, какая прелесть. Наша задача эти грибочки сейчас отправить в кашку. Сделаем это. Не вопрос. Аккуратненько. Понемножечку. Может, у вас жаровня будет пошире горлышко, у меня такое узкое. Поэтому аккуратненько отправляем туда. Вот так туда погружаем в саму кашу. Саму кашу хорошо размешиваем. Сейчас я все высыплю и буду ложкой перемешивать там внутри, чтобы грибочки распределились равномерно по всей хрюшке. И всем достались, когда вы будете насыпать эту кашку, эти грибочки всем достанутся. Есть! Потрясающе! Ставим сковороду. И сейчас смотрите, что я делаю. Вот так туда равномерно, чтобы грибы везде попали. Лучок везде попал внутрь. Вот так вот в кашку их отправляю. Вот так. Вот. Кашка смешалась с грибами. И теперь мы делаем следующее. Это еще не все. Хорошенько, особенно вот там по бокам, глубоко, чтобы грибочки были равномерно везде, по всей каше. Есть. И смотрите, что мы делаем. Вот наша каша, грибы видны, я надеюсь. Они должны быть видны, конечно. Берем масло сливочное, любое, какое жирности у вас есть. Я использую всегда масло 82%, потому что все, что ниже, это уже не масло. Теперь мы накрываем крышечкой хрюшку, фиксируем. Вот так, застегнули хрюшку и отправляем ее в духовку.
Смотрите, мы нагрели духовку до 200 градусов. Отправляем хрюшку или вы свою посуду отправляете в духовку и понижаете температуру до 170 градусов. 170-180. У кого нет этих часиков, ставят средний огонь. Средний чуть ниже среднего. 25-30 минут. Зависит от ваших духовок. Мне довольно 25 минут вместе с тем, пока нагреется сама посуда. Но она уже горячая, потому что в ней была горячая каша. Понимаете? Поэтому ориентируйтесь. Минимум 25 минут. На огне ниже среднего. Вот так вот. Наша хрюшечка отправилась. Я тут же понижаю температуру. 170 градусов ставлю. Вот. Если у вас духовка очень активно греет, ставьте минимальный огонечек. Ваша задача не поджарить кашу, а притомить. Выберите для себя удобный режим, в котором вы же ее знаете, свою духовку, в котором она будет томиться. Все мы сделали, все готовится, есть время поболтать. Я сейчас переставлю на более слабый огонь свой казан. Все, он у меня будет готовить это мяско. Мои хорошие, спасибо вам огромное за такие комментарии. Спасибо вам от всей души. Это искренне, взаимно. Желаю вам добра, здоровья, крепкого, счастья. Заходите на мой канал, пожалуйста, будет много интересного. И в разделе сообщества, и в разделе путешествий. Сегодня открываю новый раздел путешествия, и первый выпуск «Глаза Бога» посвящен вам. Я специально ездила в это место, чтобы снять этот ролик и посвятить его вам. Это моя благодарность вам за те комментарии, за то отношение ко мне доброе и такое приятное. Очень вам благодарна. Заходите, подписывайтесь, будем дружить. Наша гречка готова. Будем ее вынимать из духовки. Наша хрюшечка. Выключаем. Волнительно, очень волнительно. Вы себе не представляете, на улице холодина сумасшедшая, ветер. То дождь идет, то не идет. Пока что еще не топят в жилищах наших. И какой аромат стоит, какое тепло пошло от того, что я здесь готовлю. В доме просто потрясающе. Ну посмотрим же, что у нас получилось, какая наша кашка. Открываем. Очень волнуюсь, очень хочу, чтобы все получилось. Я так старалась. Вот она, наша красавица. Вот наша каша. И грибочки видны, и кашечка видна. Можно ложечкой ее вот так вот. Смотрите, какая она рассыпчатая, какая она сочная, какая она прекрасная. Каждое зернышко видно. Вот мы ее, когда выложим на тарелку, мяско вот допечется в казане, выложим на тарелку, и вы убедитесь, что это прекрасное блюдо. Какое оно вкусное. Я очень вам рекомендую повторить этот рецепт. А пока что я накрываю, сварится мяско. Ароматы божественные, грибами, масличком, гречкой, пахнет очень, очень, очень вкусно. Каша дождалась своего мяса, сварилась, прошло 2 часа. Что в этом казане? Прежде чем его открывать, если вам надо быстро его открыть, непременно стравливаете вот таким образом. Просто приподнимаете, чтобы вышел пар. Стравливаете это давление. Все. И его можно открывать. Если вы не торопитесь, вы его просто оставили на несколько часов.
И через несколько часов открыли. Но клапана все равно проверили, нет ли там давления. Опа! Тяжеленький. Посмотрим, что там у нас получилось. Я надеюсь, что все хорошо. Еще ни разу не подводил меня этот казан. Я его очень активно использую, и мне очень-очень нравится в нем готовить. Так, иногда он так прижимается, что не очень легко открыть. Сегодня открылся легко. Смотрим, что там внутри. Такая красотища получилась. А запах, это неповторимо. Я сейчас налью бульончик, специально взяла плошечку светлую, чтобы вы видели, какой бульон получился. Вот такой бульончик у нас получился. Это подлива к каше, к лапше. Да как захотите. Можно хлебушек макать и кушать, это очень вкусно. Разламываете мяско, поливаете этой подливой, и нет ничего лучше. Это очень и очень вкусно. Я буду доставать мяско. Так, это отставлю в сторону пока что. Не знаю, я очень постараюсь достать целиком, потому что я специально на нем оставляла такую белую пленочку, которая удерживает его целым куском. Ну-ка, неужто получится? Получилось. Опа. Смотрим один кусочек. Вот первый кусочек пошел. Вот такое наше мяско. Пар, может быть, камеру, конечно, закрывает, но вот такое мясошко у нас получилось. Это первый кусок, и он держится в кучке. Мне удалось достать целым. Сейчас попробую второй. Но я надеюсь, что получится и второй достать мне целым. Ну-ка, братец. Ах, нет, не ломайся. Оп. Оп. Вот сколько морковки со дна досталось. Это ничего, она разбавится подливой. Смотрите, что получилось. Косточка, конечно, выпала. Ну что делать? Ну что делать? Я поверну его. Не повернуть. Не повернуть. Оп. Нет, не хочет. Ладно, не будем его мучить. Здесь еще целый чесночок. Достанем. Положим чесночок. Вот так вот. Перцы. Они красивые, они яркие. Вот так на мясушко положим перчик. Кто любит, тот скушает. Вот так. И нальем нашей подливки. Думаю, довольно для этой порции. Вот так выглядит наше мяско. Прекрасное, вкусное. И сейчас мы будем насыпать кашку. Гречку. Насыпем нашу гречку. Откроем нашего поросенка. Насыпем нашу гречечку. Вот какая она рассыпчатая. Ох, а как она пахнет грибами. О, это прелесть. Вон их сколько. Потрясающе. Удалась каша. Очень, очень. Очень удалась.
Вот так вот. Я не знаю, будут ли видны грибы на видео, мне сложно судить. Оно все коричневое, но я стараюсь так выложить, чтобы были грибочки. Вот такая кашка получилась. И теперь мы смело можем полить подливой. Кто любит, тот кушает с подливкой. Кто не любит с подливой, ест как нравится. Сейчас продемонстрирую. Наведу порядок и продемонстрирую. Я вооружилась вилками. Косточка здесь и так сама вышла. Она полна костного мозга. Это очень вкусно, а главное, это очень и очень полезно. Ну и кушать интересно, все любят. И смотрите, как большой кусок говядины, вот насколько он нежный. Вот смотрите. А насколько он сочный. Посмотрите, он просто разбирается на молекулы. Вот чесночок, который мы туда засовывали. Посмотрите, какое мясо. Какое мясо. Как хотите его разберите. И вот чесночок, который мы туда засовывали. Без усилий. Вот просто на молекулы. И поверьте мне, аромат, вкус, сочность просто потрясают. Просто потрясают. Второй кусок я не буду разламывать. К нам придут дети, и мы вместе поужинаем. Кашку можно полить подливкой, кто любит. Подлива очень вкусна. Она густенькая, она красивая на цвет, она очень приятная на вид. Кто любит лук, морковку, овощи, пожалуйста, там они есть. Кто не любит, поливает просто вот так вот, не набирая лучка и морковки. И получается вот прекрасная подлива. Вот так мы хорошо вместе потрудились. Дорогие мои, приятного вам аппетита, если вы тоже кушаете. Вот такое чудо у нас получилось. Вот такая порция каши с мясом. Очень сытно. Диетическое блюдо, поскольку это говядина, телятина. Это очень вкусно. Кашка очень рассыпчатая, мясо очень нежное. Я очень рекомендую приготовить это мясо, эту голяшку говяжью, такую кашку, очень вкусную, полезную и сытную. Спасибо вам еще раз за внимание, за комментарии. Заходите, милости прошу, приглашаю вас на свой канал. До новых встреч, всего вам доброго.